Здравствуйте, друзья! Что такое ненасильственное общение и как его использовать? Мне часто приходится слышать такие фразы. Мой ребенок постоянно грубит и врет. Он тянет до последнего и начинает делать уроки, когда надо ложиться спать. Мой муж игнорирует мои просьбы, ему нет дела до порядка в доме, до того, что дома просто нечего поесть. Начальство на работе, наверное, считает, что я ломовая лошадь. Я работаю с утра до вечера, но никто даже не думает повышать мне зарплату. Удивительно. Но если на ваши просьбы отвечают грубостью, а ваши потребности игнорируют или не замечают, значит, именно в вашей речи много насилия. Как-то, скажете вы, они грубят и игнорируют, а виновата я? Нет, вы не виноваты. Но вы можете изменить ситуацию, а действуете так, как будто от вас ничего не зависит. И все должны сами понять, что вам нужно. Наши потребности напрямую связаны с чувствами. Если потребности удовлетворены, мы рады. Если не удовлетворены, мы злимся. Это работает и для нас самих, и для окружающих. Значит ли это, что для изменения ситуации надо сосредоточиться на понимании своих чувств и потребностей и умение доносить это до окружающих в ненасильственной, но настойчивой форме? Да, именно так и нужно делать. Этот подход сформулировал американский психолог Маршал Розенберг. Еще в 1960-х годах он разработал такую методику и описал ее в своей книге «Язык жизни. Ненасильственное общение». Возьмем обычные жизненные ситуации. Например, ваши соседи громко слушают музыку в позднее время. Знакомая мне ситуация. Обычно наша позиция звучит так: прекратите немедленно. Нормальные люди в такое время музыку не слушают. В этой фразе заложен приказ и обвинение в неадекватности. Нормальные не слушают, значит, вы ненормальны. Идти навстречу после подобного обращения никому не захочется. Можно попробовать по-другому. Сейчас час ночи. Я слышу музыку из вашей квартиры. Я очень расстроена из-за того, что не могу уснуть. Мне нужно выспаться, потому что завтра мне рано на работу. Пожалуйста, сделайте музыку тише, чтобы ее не было слышно. Тише, чтобы не было слышно. Кто после этого сделает музыку тише? Конечно, не факт. Возможно, вас услышать, а возможно, нет. Но в первом случае, когда вы обращались грубо, в приказной форме, вас не услышат абсолютно точно. Формула ненасильственного общения универсальна. В своей книге Маршал Розенберг приводит примеры использования ненасильственного общения в общении с детьми, в общении с партнерами, в общении на работе, с друзьями. И даже есть пример работы с этим навыком с грабителем, который приставил нож к вашему горлу. Во всех случаях навык ненасильственного общения помогает понять собеседника и без агрессии попросить нашего собеседника о том, что важно для нас. Ненасильственное общение состоит из 4 компонентов: наблюдение, или по-другому еще безоценочный факт, эмоции или чувства, потребности, причем потребности выражаются с 2 сторон, и просьба. Розенберг предлагает ясно формулировать каждый из этих шагов без оценки, без перекладывания ответственности, без осуждения. Итак, первый компонент – наблюдение. Он же безоценочный факт. То есть сначала нам необходимо объяснить собеседнику, что произошло и как это видите вы. Называйте конкретные факты без оценки, ярлыков и осуждения. Да, например, нормальные люди музыку не слушают. Это уже ярлык, оценка и осуждение. Если не разделять факт и оценочное суждение, то человек будет слышать критику и воспринимать вашу информацию, дальше он просто не станет. Существуют специальные упражнения, которые помогают формулировать безоценочное суждение. Оказывается,
это совсем непросто. Именно вот в этом шаге мы чаще всего допускаем ошибку. Чтобы научиться безоценочным суждениям, нужно представить себе ситуацию сверху, как будто бы вы в ней не участвуете. И отмечаете только объективные детали и факты без своего личного мнения и отношения. Ну, давайте попробуем разобрать это на паре примеров. Например, ему нет дела до порядка в доме. Это оценочное суждение. Как будет звучать безоценочное? За последние 3 месяца я не видела, чтобы он убирался в доме. Четко, понятно, с цифркой даже. Или вот еще одно суждение. Мой сын тянет до последнего. Это оценка. Как будет звучать безоценочное суждение? Сын начинает делать уроки в 9 часов вечера. Пожалуйста, четко, да? Второй компонент ненасильственного общения – это эмоции или чувства. Нужно понять, какую эмоцию вы испытываете, и назвать ее. В общении люди передают эмоции каждый раз. Но чаще всего мы делаем это невербальным способом, с помощью мимики, жестов, интонации. Если перевести невербальную форму общения в вербальную, то наша коммуникация станет точнее. Например, когда вы показываете страх мимикой, человек может не понять или недооценить серьезность ситуации. Вы расширяете глаза, поднимаете брови. Что это? Это страх, это удивление. Эти эмоции часто можно перепутать. Но если вы говорите «я боюсь», говорите это вслух словами, собеседник вас точно поймет. Ему придется что-то с этой эмоцией вашей сделать. Чтобы выразить чувство, нужно назвать одну позитивную или негативную эмоцию, редко 2. Ну, иногда можно. Выражать чувства словами очень трудно, особенно людям, которые не часто прислушиваются к себе. И таковых, надо сказать, из нас большинство. Чувства можно перепутать с оценкой, интерпретацией, с мыслью. Чтобы яснее выражать свои эмоции, Розенберг, например, предлагает использовать специальный словарь чувств и эмоций и постоянно его пополнять. Давайте попробуем потренироваться. Итак, начальство считает, что я ломовая лошадь. Что это? Это эмоция? Да, это эмоция, но мы не видим ее, мы ее не понимаем. Это просто интерпретация мыслей других людей. Хотя женщина, которая говорит это, явно пытается передать эмоцию. Но что же испытывает она в этот момент? На самом деле она может сказать: я расстроена, я ощущаю упадок сил, я устала. Или другое. Ему нет дела до порядка в доме. Что это? Это снова интерпретация отношения другого человека. Мы не знаем, есть ли на самом деле у него какое-то отношение к порядку или беспорядку. Мы просто видим, что человек не убирается, и отсюда делаем такой вывод. Что же испытывает в этот момент женщина, которая говорит такие слова? Ну, например, что она несчастна. Я несчастна с тобой. Я чувствую огромную обиду на тебя. Третий компонент ненасильственного общения – это потребность, которая выражается без оценки, без осуждения, без личного мнения. Потребность объясняет, на чем основаны наши чувства, почему они для нас так важны. Да? Если мы не будем говорить о потребностях, человек может воспринять ваши слова как придирку или критику, а в ответ на критику люди обороняются и отвечают тем же. Если жена говорит: ты каждый вечер задерживаешься на работе, ты сидишь там допоздна, тебе эта работа важнее, чем я. На самом деле женщина говорит о том, что ее потребность в близости не удовлетворена. Она скучает, она хочет быть рядом. Но муж в этой фразе слышит критику. Он начинает защищаться. «Что тебе еще от меня надо?» – отвечает он агрессивно. «Я работаю с утра до вечера, я это делаю для нашей семьи. Ты вообще не ценишь все, что я делаю». Внутри его агрессии на самом деле скрывается потребность в признании его заслуг.
Вот они, скрытые потребности, которые на самом деле высказываются в качестве претензии, осуждения и критики. Конечно, все это вызывает только конфликты. Давайте попробуем увидеть потребности своих близких людей. Например, вместо того, чтобы говорить: «Ты обещал делать уроки до моего прихода домой», я понимаю, да, я понимаю. Ты хочешь отдыхать после школы и играть на компьютере. Я тоже хочу отдыхать и смотреть телевизор. Но если ты отдыхаешь, уроки сами не делаются. Как ты будешь решать эту проблему? Да? Такая просьба, реши ее. Или: почему ты не можешь убраться в квартире и приготовить ужин? Ты приходишь с работы раньше меня. Это претензия. Давайте мы, например, перешагнем через разбросанные игрушки, вещи, сядем рядом на диван, рядом с мужем и скажем: я понимаю, что ты устал, хочешь отдохнуть. Я тоже устала и тоже хочу отдыхать. Вот. Но еще я хочу есть. Кто готовит ужин? Да, а кто будет собирать игрушки? Ну и забегая немного вперед, можно даже предложить. Да, может, закажем тогда еду на дом, раз уж сегодня так все устали. Понимаете, вы присоединяете своих близких к решению проблемы вместо того, чтобы обрушивать на них критику. И последнее, четвертый обязательный компонент ненасильственного общения – это просьба. Что вы хотите получить от другого человека? Конкретно, четко. Попросите об этом, чтобы он смог удовлетворить вашу потребность. Ну, например, мы можем сказать своей подруге: давай увидимся на днях. Но это очень неконкретно. Потом вы будете обижаться, что подруга не звонит или не пишет, потому что вы не были конкретны. Давай увидимся во вторник в 20:00. Все, четко, понятно, тут же договорились. На самом деле, в большинстве случаев человек говорит не то, что нам не нравится, он просто думает, что он делает все правильно. Да? Он просто может не понимать, что вам нужно. Понятная просьба дает четкий план действий. И это может улучшить ваши отношения, улучшить вашу коммуникацию. Чтобы сформулировать понятную просьбу, Маршал Розенберг предлагает использовать позитивные формулировки без частицы «не». Или предлагает избегать абстрактных каких-то описаний. Да, помните, пожалуйста, что цель ненасильственного общения – это не достижение цели любым путем. Приказы, требования – в краткосрочной перспективе они дадут свои результаты, да? Но долгосрочная перспектива какова? Цель ненасильственного общения – это установление таких отношений, которые будут удовлетворять все стороны, которые снизит уровень конфликтов внутри семьи. Только такие отношения на самом деле удовлетворяют потребности обоих собеседников. Итак, возьмем, например, выражение: «Сын, подними свою попу и немедленно иди делать уроки». Это приказ, это критика, которая рождает внутри только сопротивление и протест. Попробуйте просто попросить: «Сын, садись за уроки в 4 часа дня». «О, если бы», скажут мне. Да, друзья мои, мы должны четко очень произнести свою просьбу. Дальше, если ребенок этого не делает, может последовать ассертивная угроза. Это 5-й, необязательный шаг. Но об этом я буду рассказывать немного позже, в своем курсе. Или следующее выражение: «Почему нельзя убраться и приготовить ужин?» Да, это на самом деле не просьба. Вроде бы зашифрована просьба: «Уберись и приготовь ужин». Но на самом деле это критика, требования и осуждение. Попробуйте сделать так: «Закажи, пожалуйста, доставку, совсем сил нет готовить». Или «Давай, ты готовишь, я убираюсь». Да, мы поделим функции наши семейные. Отказывается, не хочет ни убираться, ни готовить. Ну, уважаемые мои, да, никто не говорил, что вы должны это делать. Ну, нашли что-нибудь в холодильнике и легли спать. Вот. Пусть семья голодает. Немного поголодают, глядишь, потом будут по-другому относиться к вашему труду. Я много раз рассказывала о ненасильственном общении у себя на канале, но я понимаю, что многим людям
Очень страшно говорить о своих потребностях, о чувствах, особенно если приходится об этом говорить не близким, не в семейном кругу, да, а, например, приходится общаться с друзьями или с коллегами на работе. На самом деле ненасильственное общение – это определенный способ мышления и работы со своим вниманием, когда мы должны фиксироваться на том, как мы общаемся сейчас, и перестраивать свое общение. У Маршала Розенберга для определения языка насильственного общения и ненасильственного общения есть даже два образа – образ жирафа и образ шакала. Но об этом я рассказывала в своих предыдущих видео. Сначала, когда мы практикуем это общение, получается плохо. Это прям такой вставной зуб. Получается очень плохо. Но постепенно такое общение становится естественной частью нашей жизни. И это очень сильно, позитивно сказывается на качестве нашей жизни. Добиваться своего все-таки можно, потому что существует еще один, кстати, совершенно необязательный шаг – это ассертивная угроза. О ней я постараюсь подробно рассказать в рамках своего мини-курса «Мастер ненасильственного общения». Чтобы учиться лазить по скалам, люди идут на скалодром. Там безопасно, там есть страховка, инструктор. Также и в ненасильственном общении. Вам нужно какое-то безопасное пространство, куда вы сможете приходить, учиться новому способу мышления и общения. Именно для этого я сделала отдельный мини-курс «Мастер общения». Всего 5 дней, которые изменят отношения внутри вашей семьи. Ссылка на этот курс под этим видео или в шапке сайта, адрес которого указан в шапке моего профиля. Приходите, пожалуйста. Я надеюсь, что курс очень вам поможет. И ваши отношения в семье станут лучше, спокойнее, комфортнее, а качество жизни всех членов вашей семьи станет выше. До встречи, я вас очень жду.